30-дневное перемирие между Москвой и Киевом, британский МИД предупреждает своих граждан об опасности в Украине, а Европа готовится к диверсиям со стороны Кремля. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Столкновение НАТО с РФ начнется, когда армия Лукашенко получит приказ воевать против Украины. В альянсе впервые назвали возможные варианты большой войны. Пожары, взрывы и удары по инфраструктуре. Европейский Союз опасается атак со стороны Кремля. Когда и где может полыхнуть? Это будет продолжаться постоянно, потому что интернет вообще в нашей жизни играет все большую и большую роль. Российских депутатов проверят вдоль и поперек, прежде чем допустить к Путину. Госдума сдает тесты, Кремль готовится к так называемой инаугурации. В школах, коммунальных предприятиях, на площадях населенных пунктов будут установлены экраны с трансляцией безумного действа. Доброе утро, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем, но прежде хочу напомнить, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под нашим роликом. Начинаем! В мае и июне потери российской армии значительно увеличатся. В британском Минобороны считают такую тенденцию неизбежной из-за того, что в ближайшие 2 месяца Россия должна осуществить свой план по новому наступлению, в частности, на востоке Украины. О том, что ситуация на фронте будет непростой в конце весны и в начале лета, неоднократно предупреждала и украинская разведка. Буданов называл грядущий этап тяжелым, но не катастрофическим. Несмотря на огромные потери в живой силе, Россия полностью приспособила свои вооруженные силы к ведению войны на истощение, которые делают ставку на массовость, а не на качество. Эта зависимость и ставка на количество почти наверняка сохранится на протяжении всей войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущего армии России. Особо заметны потери оккупантов на российских кладбищах, куда все-таки порой привозят знаменитый груз-200. Издание «Новая газета Европа» сообщает, что на территории одного из главных военных некрополей страны, пантеона защитников Отечества в подмосковных Мытищах, уже нет свободных мест для захоронения. Издание сообщает, что Минобороны задумало расширение кладбища за счет соседнего леса. Местные жители выступают против. Перемирие между Россией и Украиной может продлиться 30 дней и начаться за неделю до Олимпийских игр. По крайней мере, так хочет президент Франции Эммануэль Макрон. О так называемом режиме тишины во всех конфликтах на период летних Олимпийских игр он собирается говорить с китайским лидером Си Цзиньпином, который в эти дни отправился с визитом в Европу. Вероятно, что речь идет не только о российско-украинской войне. Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР. Мы постараемся добиться его для всех театров военных действий. Об олимпийском перемирии в основных конфликтах на земле Макрон говорит уже не впервые за последний месяц. На предложение французского лидера уже реагировали в Киеве. Зеленский сказал, что для Путина не существует никаких олимпиад, никакого перемирия и никаких авторитетов. И что любую паузу российский диктатор использует для усиления своей армии. Напомню, что российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде, но под нейтральным статусом. Нелегитимный Лукашенко посоветовал своим спортсменам набить морду своим соперникам в Париже. Это была цитата. 100 тысяч военных НАТО готовы воевать на стороне Украины, и в Североатлантическом альянсе решили, когда этот сценарий может стать реальностью. Итальянская пресса пишет о красных линиях НАТО и возможных планах, которые напрямую зависят от действий Кремля. Итак, согласно данным издания «Ла Република», военные альянса будут вовлечены в войну, если армия Беларуси нападет на Украину. Это первый вариант. Авторы сообщают, что это тактический вариант, который недавно был признан правдоподобным несколькими аналитиками НАТО. И второй вариант – это военная провокация против стран Балтии или Польши, или же целенаправленное нападение российских сил на Молдову. Издание также уточняет, что сейчас нет оперативных планов, которые предполагают отправку военных в Украину. Идет лишь оценка планов НАТО на случай чрезвычайных ситуаций.
МИД Великобритании советует своим гражданам воздержаться от путешествий в Украину. В Лондоне считают абсолютно всю территорию страны опасной для поездок. Однако выделяют 8 регионов, куда британцы могут поехать только в случае крайней необходимости. Это Закарпатская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Львов, Волынская область, Ровно и Житомир. Особо опасной территорией в Лондоне называют 50-километровую зону у границ с Белоруссией. Ну и в целом, по данным британского МИДа, сейчас в Украине нет ни одного населенного пункта, который был бы безопасен для путешествий. Граждан Великобритании предупреждают о том, что они могут не получить должной помощи в случае угрозы, и вообще их страховки аннулируют, если не будут выполнять требований. Существует постоянный риск причинения вреда британским гражданам в результате российских атак по всей Украине, в том числе от ракет и беспилотников, которые поражают непреднамеренные цели. Ситуация в Украине может быстро изменяться. Местные правила и меры могут быть изменены в кратчайшие сроки или без уведомления. В Финляндии фиксируют сотни случаев некорректной работы GPS. В Хельсинки заявили, что Россия стала активнее глушить эту спутниковую систему навигации в районе Финского залива и вокруг восточной границы. В МИД Финляндии говорят, что масштабы глушения расширились за время полномасштабной войны РФ против Украины. На перебои в работе GPS жалуются и пилоты гражданских самолетов. В ЕС и НАТО на прошлой неделе, напомню, заявили, что Россия также провела ряд кибератак против Германии и Чехии. Это будет продолжаться постоянно, потому что интернет вообще в нашей жизни играет все большую и большую роль. Вот. Ну и понятно, что военным тоже это интересно, в том смысле, что если они там, даже если это там не какие-то военные именно объекты, а именно объекты какой-то обеспечивающей инфраструктуры, это тоже будет интересно вывести их из строя, потому что это будет наносить экономический ущерб. Вот. И война-то на самом деле идет такая вот, с точки зрения как раз экономики. Западные разведки тем временем предупреждают, что сейчас Россия готовит провокации и диверсии на территории Европейского Союза. Речь идет о взрывах, поджогах и нанесении ущерба инфраструктуре на европейской территории, цитирует спецслужбы Financial Times. Чтобы быть ближе к царю, дай справку и докажи, что ты здоров. Депутаты Госдумы РФ в понедельник начинают с ПЦР-тестов. За день до так называемой инаугурации Путина всех проверят на коронавирус. Больных оставят дома и не допустят к телу кремлевского лидера. О процедуре фильтрации депутатов Госдумы пишут российские пропагандисты. И вероятно, что эти же пропагандисты и чистые от всяких болячек депутаты станут одними из тех немногочисленных гостей, кто согласится присутствовать на так называемой инаугурации. Многие лидеры других стран решили проигнорировать данное событие. Не особо везет, правда, жителям оккупированных территорий Украины. Там оккупационные власти сделают все, чтобы Путин звучал из каждого утюга. В школах, коммунальных предприятиях, на площадях населенных пунктов будут установлены экраны с трансляцией безумного действа. Просмотр очередных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения. Никакого мирного договора между Израилем и Хамас не будет. На такой шаг не готов Израиль, иначе события 7 октября повторятся. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он сделал важное заявление на фоне разговоров о том, что Хамас и Израиль нашли общий язык и вот-вот подпишут соглашение о прекращении огня. Нетаньяху заявил, что Израиль готов остановить боевые действия, но только на особых условиях. Именно Хамас препятствует освобождению наших заложников. Мы работаем, делаем все, чтобы освободить заложников. Это наша первоочередная задача. Израиль был и остается готов к паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших заложников. Но в то время, как Израиль демонстрирует эту готовность, Хамас продолжает придерживаться своих крайних позиций. В первую очередь, вывода наших войск из сектора, завершения войны и оставления Хамас в неприкосновенности. Государство Израиль не желает с этим мириться. Мы не хотим мириться с ситуацией, когда батальоны Хамаса покинут свои туннели, восстановят контроль над сектором, восстановят свою военную промышленность и вернутся к угрозам гражданам Израиля и населенным пунктам вблизи Газы, городах на юге и по всей стране.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.